Привет! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор фурнитуры и бусин с сайта Алиэкспресс. Очень много скопилось посылочек и хочу поделиться с вами. Но сначала расскажу, как я оплачиваю товар, потому что многие в комментариях пишут, не получается оплатить, я не знаю почему, как у вас происходит это. Когда мы столкнулись с этой проблемой, помним, да, примерно или в марте, или в апреле это произошло, оплаты не проходили. И у меня было такое. И постоянно выскакивало окошко обновления сайта. Сделайте новую версию, и будет все хорошо. Я как-то игнорировала сначала. Боялась, что мои привилегии не перейдут и мой уровень. Но потом я все-таки решилась. Обновила я свою страничку Алиэкспресс, перезагрузилось все. И все мои привилегии и уровни, которые у меня есть, они все сохранились, и адрес мой, и тогда я уже оформила карту МИР в Сбербанке и присоединила ее к Алиэкспресс. И все у меня начало работать, и оплачиваться сразу стало этой картой. И еще заметила я такую фишку в новой версии. Есть определенные, наверное, товары, и не на всех стоит квадратик в правом углу, и на нем написано в квадратике баллы. Когда вы покупаете товар, эти баллы сохраняются, и когда вы уже получаете товар, эти баллы накапливаются, и потом можно даже этими баллами оплачивать товар. У меня такое уже было, я оплачивала, очень даже выгодно собирать эти баллы. Но это все только для России. Кто живет за пределами, у вас, наверное, другие способы оплаты. И я вот вам рекомендую, если вы еще не перешли на русскую версию сайта Алиэкспресс, так что переходите, и там уже оплачивается все идеально, и приходят посылки по адресу. Но как-то сейчас что-то задерживаются, не так быстро приходят, как я заметила. Раньше за 2 недели приходили, сейчас уже и 3 недели посылка идет. Ну и начнем смотреть, что я получила. Давайте посмотрим. Сначала бусинки. Белые бусинки — это разные магазины и разные даже камни. Я думала, будет что-то подобное, одинаковое, но нет. Вот эти бусинки в 2 размерах я взяла. Написано было или фарфор или нефрит, но видно, что это камень натуральный, но какой я тоже не могу определить. Но бусинки очень красивые. Я когда-то покупала такие бусинки очень давно, размером 14 миллиметров. Именно в этом магазине я тогда нашла крупные 14 миллиметров, потому что не у каждого продавца есть такой размер. Была скидка, по-моему, и я решила вот 10 и 8 миллиметров еще докупить. Бусинки мне понравились, они хорошего качества, все идеально ровные. Ну и белый цвет, он всегда классический, идеально сочетается с любым цветом. И у них такая текстура внутри, как снежок морозный. Наверное, не передается через камеру, но бусины хорошие, мне понравились. И стоят недорого, по-моему. Ну а черные бусины я выбрала уже всех размеров от 12 до 6. Да, 4 еще не прикупила. Можно было и 4 взять. Для вышивки хорошо подошли бы, наверное. Ну или окончание бус ставить 4 миллиметра тоже иногда нужны. Это блестящие бусинки. Называются, написано как у продавца. Агат, ну, я сомневаюсь, что это натуральный агат, потому что, конечно, я читала и отзывы, и характеристики. Многие писали, что это не агат, на стекло не похоже, не знаю, что это за материал, но бусины хорошего качества. Можно тоже с любым цветом миксовать черный цвет, поэтому я и взяла все размеры. Хотелось что-то черно-красное сделать. Не знаю, посмотрю. Очень хочется. С красным сочетать черный.
Ну и вот эти бусинки, это в другом магазине, как я сказала, матовые такие, посмотрите, какие идеально ровные и тоже приятные к руке. Я думаю, украшение будет приятно в руках держать. Ну, у продавца написано, что это каменные бусины. Какие точно я не могу сказать, потому что и у него не написано, какой это камень. Сколько здесь? 12 миллиметров, 10 и 8. Может быть, какой-нибудь композит, не знаю. Но тоже идеально ровные и хорошего качества. Даже черно-белые вот сделать бусинки. Классика. Ну и начну сейчас с фурнитуры. Вот эти две позиции я покупала в одном магазине. Вот такое колечко соединяющее, это как карабинчик, раскрывается вот так. И здесь есть маленькие стразики. Оно двухстороннее, с двух сторон стразики. Черного цвета выбрала, так как черного цвета у меня нету такого колечка. Закончилось, я делала украшения и использовала его. Очень хорошо идет в сатуар или, например, для кулона подвесить сюда. Бейлы многие подходят, до отверстия проходят хорошо. По-моему, 25 миллиметров. Были, конечно, и в серебре, и в золоте, по-моему, и в розовом золоте. Даже были разные формы. И квадратные, и сердечки. Разные-разные формы можно выбрать. Вот такие две застежки выбрала в черном цвете и в серебре, так как были и других цветов. Желтый был такой золотой, я не рискнула, а взяла именно в серебре, так как здесь стоит проба. Ну, понятно, что это не настоящее серебро. Такие малюсенькие. Первый раз такой замочек покупаю. И вот здесь, вот эту часть мы нажимаем. И здесь есть вот такая палочка, которая выходит. Петелька, здесь мы крепим бусы. И потом вставляем, и она защелкивается вот так и держится. И я так пробовала дергать. Нет, не выходит. Не знаю, я такие еще не покупала. Для меня это новое что-то. И мне понравился цвет, вот именно вот серебро. Не знаю, как он будет вести себя в дальнейшем. Будет ли он стираться, это покрытие, или не будет. Опять-таки надо все пробовать и смотреть, как это будет в носке себя вести. Ну, а черный цвет я не сомневаюсь. Я не думаю, что он будет стираться, так как уже много я покупала в черном цвете фурнитуру, и ведет себя это все хорошо. Вот, как видите, здесь есть вот такие полосочки. Это значит, сюда надо нажимать, и открывается. Так вот, видно вам, да? И сюда заходит эта палочка. Ну, а за петельки мы уже крепим украшения. Я не думаю, что здесь можно тяжелые бусы подвесить, какие-нибудь однорядные бусики. Возможно, и на браслет такую застежку поставить. Я думаю, можно, но не знаю, как удобно будет раскрывать одной рукой. Надо все это испытывать и пробовать, как это поведет в украшениях. Но красиво смотрятся. Посмотрите, вот такая вот текстура. Ну, это лицевая часть. Такие маленькие замочки, 18 миллиметров. Так, следующая – это нержавеющая цепочка. Я уже показывала вам как-то давно, я брала. Брала я в золоте и в черном цвете. Ну и хочу использовать эти цепочки я именно как удлиняющие. Длина была разная у этих цепочек. Ну а звенья сантиметр на 5 миллиметров. Она не по метру продается, а именно цепочками. С карабинчиком от 18, по-моему, сантиметров до 75 длина цепочек. И на украшения ставить именно на такие, где несколько рядов, например, или крупные бусинки. Для маленького украшения, для тоненького, я думаю, это не подойдет. Для таких тоненьких украшений я уже накупила удлиняющих цепочек. Ну, а это очень даже хорошие звенья такие. И нержавеющая сталь
ведет себя хорошо в изделиях. Ну и также хочу показать еще нержавеющие сережки. Сейчас я открою. Тоже когда-то я показывала вам. Здесь у меня 16 миллиметров диаметр. Именно внутренний. Да, внутри. Я покупала такие и в золоте, с покрытием золота, и в черном цвете. Очень мне нравится именно этот размер. Есть там размеры разные. От 8 миллиметров до 20 миллиметров. Вот этот именно диаметр мне больше нравится. Здесь можно и подвесить любую подвесочку. Как сейчас модно, и бублики подвесить можно. Любого камня. Смотрится идеально красиво. И можно самой сделать из бусин подвесочку. И они хорошо закрываются. Это мне нравится, что они все хорошо работают. Нет такого, чтобы какой-то замочек не работал. Но только вот 5 штук. Надо сразу брать 2 комплекта. И будет у вас 5 пар сережек. И самые дешевые именно в этом магазине. Так как я видела такие серьги в других магазинах, одна пара стоит, как здесь, 5. Хороший вам вариант, если вы хотите, и дешево, и хорошее качество. У меня сегодня будет вся нержавеющая фурнитура. Вот такие серьги сейчас открою. Очень понравились, я давно на них смотрела. Это нержавеющая сталь. Посмотрите, как сделано здорово. И это эмаль такого цвета. Светло-салатовый такой цвет красивый. И мне нравится, что нержавеющая сталь всегда приходят гвоздики с заглушками. Здесь не надо отдельно покупать. И колечко, как вы видите, здесь раскрывается. Уже раскрытое, не надо его раскрывать. Сразу подвесили и закрыли. Были в белом цвете такие еще сережки, белая эмаль. Можно было 2 пары купить, то есть продается по 4 пары. Пара белых, пара таких зеленых. Очень хорошее качество. Такие пусеты красивые. Здесь подвесить бусинку такого же цвета или какую-нибудь золотую подвесочку. Отличные, посмотрите. Очень понравились они мне. И цвет, конечно, необычный. Это коннекторы. Вот такие малюсенькие. Это тоже нержавеющая сталь. Посмотрите, какая прелесть. Двухрядные бусики сделать. Как видно вам, да? 2 отверстия, здесь одно. И таких коннекторов было разных размеров, начиная от одной петельки, с 2 сторон было по одной петельке, не знаю, можно и так, наверное, соединять, хотя мы закрываем по-другому, но можно от 2 выводов, по-моему, до 6, по-моему, было. Я такие взяла на посмотреть, как они смотрятся и выглядят, хорошее ли качество. Двухрядные бусики сделать. Ну, а здесь мы замочек просто ставим. И все. Очень даже удобно. И если на 3 можно вывода взять, кто делает трехрядные украшения. Ну, а больше, я думаю, где больше отверстий, можно на браслет поставить. Такие аккуратненькие. Мне очень понравилось качество и... Под золото, посмотрите, как смотрятся. Маленькие, аккуратненькие, они двухсторонние. И мне очень нравится золото. Покрытие вот это красивое. Цвет мне сам нравится. 20 штук в наборе. Хорошее качество. Так что посмотрите, если кому нужны вот такие коннекторы. Это вот такие крючки для сережек, тоже нержавеющая сталь. Были и в серебре такие. Простые, посмотрите, крючки с петелькой. Ну, а вот так смотрятся они впереди. Небольшое такое толщение, как капелька. Но мне понравилось и качество хорошее. Такой крючок хороший, ровный. Нет нигде кривых. Вот посмотрите, какие они ровненькие все. Колечко открывается, я посмотрела уже. И что мне нравится...
Вот так, когда смотрим впереди, колечко вообще не видно, оно спрятано за этой платформой, и можно подвесить любую бусинку. Хорошее качество, 20 штук идет в комплекте, это значит 10 пар сережек получится. Очень понравились вот такие вот. Нержавеющая сталь, и часто приходится ставить такие крючки, и я люблю, и многие у меня просят на серьги. Простые крючочки. И почему-то всегда вот покрытие золотое стоит дороже, чем в серебряном покрытии нержавеющая сталь. Это вот такие проставочные диски квадратные. Всего лишь 50 штук в комплекте. Это, конечно, мало, но я не нашла таких гематитовых квадратных. Если я и находила, но не прокрашена вот эта часть, мне это не нравится. Фотографии я видела в отзывах, и все они не прокрашены золотого цвета. Ну, а это нержавеющая сталь. Размер это 8, по-моему, миллиметров. И на квадратные бусинки 8 миллиметров. Вот я взяла бусинку 8 миллиметров. Ну, бусинка, наверное, меньше. Сейчас померяем саму бусинку квадратную. Интересно стало. Ну вот, конечно, 7,7. Они не идеально ровные, эти кубики гавлита. С этой стороны 8 миллиметров. Ну а сами бусинки ровно 8 миллиметров. 8,1. Ну, и я думаю, если поставить на вот такие бусинки, это 10 миллиметров. Вот, идеально смотрятся. Здесь мне нравится, как они ложатся. Но бывает, да, что отверстие не по центру, и поэтому может смещаться. Поэтому всегда меня смущает эти квадратные бусинки и гематитовые, чтобы они не переворачивались. Вот если будут вот так переворачиваться в изделии, уже некрасиво будет. Ну а если зажимать бусинки другими проставочными, тоже зажимать нельзя сильно. В украшении будет колом стоять. Ну и поэтому я мало так пользуюсь такими именно квадратными большими проставочными бусинками. Просто решила нержавеющую сталь купить, посмотреть, как оно в украшениях будет смотреться, я еще сама не знаю. Но вот мне понравилось, как я делала с круглыми бусинками проставочными гематитовыми. Ну вот качество намного лучше, чем гематитовые, которые не прокрашены. Здесь, если вот так ставить и что-то маленькое, и здесь будет все видно. Здесь, как я вот наблюдаю, есть лицевая часть и как будто обратная. Вот это, не знаю, вам видно будет, нет, это как лицевая сторона, но вот это обратная. Вот видно вам, наверное, да? Вот такие вот идеально прокрашенные нержавеющая сталь, если кому-то надо. И это 8 миллиметров были и 6 миллиметров. Конечно, это не дешевые бусинки такие проставочные, так как нержавеющая сталь вот в золоте всегда дороже получается. Так, и еще вот такую цепочку я купила, так как я покупала уже в золоте и решила также в серебре взять, делать подвески разные. На удлиняющую цепочку она вряд ли подойдет, так как здесь маленькие звенья, 1,7 миллиметров. И здесь, по-моему, 2 метра. И хорошее качество. В золоте уже есть именно нержавеющая сталь. И еще вот такие я купила гематитовые проставочные бусинки золотого цвета, цвет КС, такой хороший цвет, приятный для нас, не ярко-желтый. Это у меня 4 миллиметра. Посмотрите, какой красивый цвет. В украшениях смотрится просто потрясающе. Между бусин проставлять, так как я уже покупала такие бусинки 8 миллиметров, поэтому я и взяла поменьше, так как у этих бусин все внутри прокрашено. Посмотрите, они все прокрашены.
Я уже показывала вам такие 8 миллиметров, поэтому я здесь и еще купила только поменьше. Ну а эти 5 миллиметров, как проставочные бусины, просто замечательные. Тоненькие, 1 миллиметр, вот, посмотрите, они все прокрашены. Здесь нет таких непрокрасов. Хорошее качество. И цвет такой под серебро смотрится. И вот именно КС цвет хороший. И были, по-моему, матовые такие бусины. Так, еще хочу показать вот такой кулон. Тоже давно лежал он у меня в корзинке. Решилась я на него. Конечно, на картинке, как всегда, оно такое крупное, большое. Но все равно меряем линейкой 2 сантиметра вот в диаметре. С бейлом он побольше, 28, по-моему, миллиметров примерно. Здесь такой бейлик. Ну и когда мы выбираем, обязательно надо считать размеры. Брать линейку и представлять, какой будет у вас кулон. Смотреть на размеры. Потому что многие пишут: ой, я думала, такой большой будет, а пришел маленький. Ну, вы возьмите линейку, посмотрите размеры и представьте, что будет вот такой кулончик, например. Небольшой, маленький, аккуратненький. Можно вот бусинки черные взять и проставить где-нибудь красными, да? Сделать вот такое украшение. Мне очень понравился. Здесь это эмаль красная и черная, но и в серединке, по-моему, синего цвета стразик. Вот здесь стразики 4, и вот здесь вот голубенькие. А вот еще есть. Ну, короче, много здесь стразиков. И даже на бейле есть. Бейл вот такой вот кругленький. И вот так с обратной стороны выглядит отверстие, где вклеены стразы, чтобы можно было смотреть, как они блестят. Да, вот в серединке тоже как приклеен, и он на свету просвечивается синий цвет, как вам видно, да? Вот такой оригинальный. Очень ждала эту цепочку. Мне так понравились такие звенья. Формы красивые. Здесь, по-моему, метр. Это нержавеющая сталь. Цвет красивый, но вся цепочка, вот в основном вся. Очень мало тут звеньев, которые в хорошем состоянии. Вот покажу вам, если видно будет, что это такое. Я не знаю, как будто лаком покрывали. И почти каждое звено, не могу сказать, что это царапина. Она гладкая. А как я ждала эту цепочку. Ну и я расстроилась, конечно. Вот такая была у меня сегодня распаковочка. Ну, как всегда, все ссылки будут под видео. Если что-то понравилось, заходите, смотрите. Ну, а если понравилось мое видео, пишите комментарии, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. И не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!